И я была в ситуации, когда меня заперли, и я не могла выйти. Да. Все понятно, ваша психология, псевдонаука, и вот да. Я могу сказать, что я сейчас наставник как минимум 2 коллег. Такого пепла люди восстанавливаются. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи! Сегодня мы в гостях у психолога Журавлева Уна Алексеевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Для начала хотелось бы задавать вопросы общего плана про профессию, про то, как ее выбрали. И начнем с самого первого. Что вдохновило вас на выбор этой профессии? Почему именно психолог? Очень сложный вопрос. Мне кажется, ничего не вдохновляло. Как-то было интересно сразу. Когда я только узнала о существовании вообще психологии, профессии психолог, то я сразу заинтересовалась. Сначала это была научно-популярная психология, там какие-то книжки, а потом уже пошла изучать в университет. Угу. А с какими трудностями вы столкнулись на пути к своей карьере? Что ты имеешь в виду, говоря карьера? Вот, допустим, вы пришли к выбору психологии, может, какие-то проблемы были в плане того, что вы не могли определиться с выбором типа психологии, допустим, детский психолог, клинический, военный, или, может, какие-то личные ваши переживания были? Это про то, что, в принципе, начать работать, делать вот этот шаг. Да. Я когда получила высшее образование, я не пошла сразу работать. Я пошла еще учиться дальше. Около года я повышала еще квалификации, набиралась теории, набиралась какой-то практики вот именно в учебном процессе. И только потом я поняла, что я могу идти в психологию, но я начала с медицины. Я сначала работала в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, и я работала с ВИЧ-позитивными людьми. Но это не было что-то отдельное, это мужчины, женщины, семейное. Это было вот именно консультирование такое на потоке людей, только что узнавших о своем ВИЧ-статусе. И когда им нужна вот эта первоначальная, первичная поддержка, чтобы не сойти с ума и ничего с собой не сделать. То есть было такое консультирование без упора на какой-то подход. Вот так это было. Хорошо. А когда вы поступили в университет, и когда проходили весь этот путь, у вас были какие-то примеры для подражания в вашей профессии психологии, или, может, люди, которыми вы вдохновлялись? Преподаватели имеешь в виду? Или какие-то психологи, учебники, что-то еще? Все, что в вашем представлении могло вас мотивировать. Есть такой психолог Николай Козлов. У него свой центр в Москве, он тоже обучает, у него своя система. Он писал очень много книг. Сейчас я не знаю, пишет он или нет, но на тот момент, это же 2000-е, он писал книги. И я его читала, и он где-то даже если мне хотелось из профессии уходить, то он, читая эти книги, я возвращалась. Это про то я отвечаю, про это ты хотела услышать? Про то, что вас затягивает и вдохновляет, вот как раз да. Я читала наших авторов, я читала Литвака, он тоже такой, он, к сожалению, его уже нет с нами, он умер недавно, и читала Литвака его книги, я на них тоже опиралась. То есть где-то какие-то отголоски со мной, если я слышала, что я тоже думаю в этом направлении, как бы я об них отталкивалась, что я правильно иду. А сильно ли поменялась психология, по которой вы учились, и то, что преподают сейчас? Я не знаю. Вот, допустим, вы видите специалистов, которые только выпустились с университетов, может, какие-то их практики, которые вас вдохновляют, или наоборот, то, что вас настораживает? Практики те же самые абсолютно, в психологии ничего нового не придумано, потому что подходы одни и те же, у нас общая психология одна и та же. Я вижу другое, что молодые специалисты, которые вот сейчас выпускаются из вузов, они совершенно другие в плане, в принципе, они по-другому смотрят на мир, другая философия, другое восприятие реальности. Если я-то отучилась больше 20 лет назад, то я скорее более ригидная. Молодые специалисты, они как бы смелее, как бы веселее.
да, поактивнее, у них больше идей, больше работоспособности, они готовы. Сейчас легче получать информацию, легче учиться. Когда училась я, у нас был очень ограниченный выбор, где можно взять наставника, где можно получить что-то дополнительное. Сейчас с этим проще и легче развиваться. Так, вот вы сказали про наставника. Когда я брала интервью у хирурга, мне тоже сказали, что иметь наставника просто невероятно важно. И, допустим, цитируя слова, если у человека нет наставника в пластической хирургии, то ему не нужно идти в эту профессию, нужно иметь человека, который все 5 лет будет с тобой учиться. Важно ли иметь наставника, когда ты учишься психологии? Я не думаю, что это как в хирургии, но вот сейчас у меня наставника нет. То есть у меня нет наставника, но у меня есть супервизоры. Да? Супервизор, понятно, о чем речь? Супервизия в психологии, да, то есть если нужно будет, я объясню. Но я могу сказать, что я сейчас наставник как минимум у 2 коллег. Я могу назвать себя наставником, и хотя я с ними вот именно эту терминологию не обсуждала, но если я спрошу, так ли это, то, возможно, я отвечу, что да, ты сейчас мой наставник. Да, это важно, это опора же. Да? От кого я могу отражаться, так ли я делаю. Да? Наверное, это замечательное чувство знать, что вы наставник для 2 людей. Если переходить от профессии в нынешний момент, про вашу карьеру, и психологов даже в общем, сталкивались ли вы с ситуациями, когда клиент становился зависимым от вашей помощи, и что психологи делают в такой ситуации? Ну, к сожалению, да, это не только, это любой психолог в своей практике время от времени сталкивается с тем, что человек, это не то чтобы зависимый, а человек, как назовем его, клиент, назовем клиентом, что клиент начинает чувствовать такую настолько сильную поддержку, да, в которой он нуждался, не получил ее от родителей, да, не получает от родителей, не получает от супруга, и начинает видеть это в психологе, и неким образом перекладывает ответственность за свою жизнь, за свои решения на психолога, на специалиста. С этим сталкивался каждый человек. А что с этим делать? Это обсуждается в процессе взаимодействия, в консультации, когда мы смотрим, да, что между нами происходит, да, что за потребность у тебя, как так ты во мне нуждаешься именно так, и мы разбираем это, да. Это естественный процесс абсолютно. То есть с этим сталкивается каждый? Абсолютно каждый. А если вы чувствуете, что клиент вам лжет, это как влияет на терапию? Никак не влияет. Никак? Нет, это значит, ему нужно зачем-то. То есть у меня нет задачи его ловить и макать в это. Нет, это значит, ему нужно, в его момент ему так безопаснее, ему так вот спокойнее, чтобы что-то мне не говорить или переворачивать. Вот, вы сказали про безопасность. А бывали ли ситуации, когда прям экстренной ситуации вы сами чувствуете себя в опасности? Есть ли у психологов какие-то принципы, техники безопасности, чтобы психолог тоже оставался? Ну да, у меня в практике один случай точно есть, когда меня клиент запирал в кабинете и на ключ, и не выпускал, да. А что, ничего, просто разговаривать? Просто разговаривать. Я слышала просто то, что даже про расположение в кабинете психолог всегда стоит лицом к двери, в основном, чтобы на случай опасности он мог легко выбраться. Ну, да, но это не всегда, ну потому что вот и я была в ситуации, когда меня заперли, и я не могла выйти. Это, наверное, было очень страшно. Это было удивительно. Это неожиданно, удивительно, и страшно было потом. Когда до меня дошло, что могло быть, да, чтобы я могла не выйти отсюда живой, то потом. В моменте нет, страшно не было. Вот. А похожие ситуации были ли, когда вы, чувствуя опасность, допустим, на опыте даже этой ситуации, почувствовали эту опасность и остановили прием? Бывали такие ситуации? Ни разу прием не останавливала. Это называется не прием, все-таки консультация. Нет, ни разу, всегда дохожу до конца. Просто если я чувствую какую-то опасность, то я знаю, что можно говорить, что нельзя. И как я это делаю. Даже так? Конечно.
Как психологи справляются с эмоционально тяжелыми ситуациями своих пациентов, клиентов? Если что-то у клиента очень трудное, и я за это переживаю, про это, ну, я поплакать могу. Ну, не с ним, а потом. Могу поплакать. Потом я же тоже хожу сама. У меня есть мой психолог, я хожу к психологу. У меня есть мой терапевт, я хожу к терапевту. Я могу сутки спать. Ну, много способов. То есть психологи тоже сталкиваются с тяжелыми психическими, иногда бывают выгораниями от своей Конечно. профессии. Ну, мы же люди, да, конечно. И вот психологи для психологов это вот обязательно. Вот даже знаешь, то, о чем ты говоришь, вот то, о чем говорил хирург, да, что нужен наставник, то у психолога, у каждого должен быть вот такой человек, он не наставник, а тот, к кому я могу приходить плакаться на плечико, если что. Даже так. А как вы относитесь к тому, что общество или другие специалисты, бывают даже врачи, говорят, что психология — это псевдонаука? Часто ли можно с этим встретиться? Конечно. Нормально, пожалуйста. Наверное, это моя догадка, то, что результат психологии можно увидеть только уже после того, как человек прошел терапию, и все-таки бывает же часто, что результаты очень сильно меняют человека, и в этом же способствует психология. Вообще психология — это наука. Все, точка. Психология — наука, да, с доказательной базой, с валидными диагностиками, с валидными методиками, все доказано. Есть разные направления, да. Мы все люди разные, у людей разные потребности, разные запросы, зачем он к психологу идет. Да? И уже в зависимости, почему психология иногда как-то вот не очень серьезно к ней относятся, психологов как-то валят в одну кучку. Да? Я сейчас объясню. Ну, например, если когда мы говорим врач, мы уточняем, какой врач, кто он, хирург, стоматолог, да? Терапевт, невролог, кто он. То есть мы уточняем. И мы знаем, что вот у меня болит спина, мне нужно идти к врачу, но я не пойду к любому врачу. Я все-таки буду как-то прощупывать своего. А когда говорят «иди к психологу», то считается, что вот у меня вот здесь болит, и я приду к психологу, и психолог должен любую мою боль вылечить. А это не так. Точно так же психологи специализируются. По возрастам, кто-то по детям, кто-то по взрослым, кто-то специализируется именно по престарелым людям. Да? И психолог, который работает по престарелым, его нельзя подпускать к новорожденному, потому что он знает эту теорию, но а зачем? Да? Специализация. Вот когда просто я сталкиваюсь, когда ко мне приходят с каким-то не моим запросом, и я говорю, слушайте, я вот тут не буду, да, я вас перенаправлю, то я слышу, да, все понятно, ваша психология, псевдонаука, и вот да. А если про результат говорить, то это зависит от запроса, что человек хочет. Это же не я что-то делаю с человеком, да? Не мой же результат я добиваюсь, а все-таки человек что-то делает под каким-то моим, под какими-то моими, как это сказать, с помощью, да? То есть вы направляете человека? Да. А для тех, кто не различает психологов, психиатров и психотерапевтов, можете в 2 словах? Да, психиатр, врач ставит диагноз, выписывает лечение. Психотерапевт, врач, он занимается психотерапией, да, то есть вот психиатр диагноз поставил, нужна психотерапия, психиатр психотерапией не занимается, он направляет психотерапевту. Это медицинские люди. Я психолог, я работаю с нормой. Да? Если клинический психолог, он находится в медицинском учреждении, он тоже там работает со своими какими-то патологиями. Я психолог социальной сферы, я работаю с нормой. Школьный психолог, он работает с нормой. Да? Если какая-то психиатрия, то мы не имеем права туда в принципе заглядывать. Хотелось бы спросить, как изменилось ваше восприятие к человеческой психике? На что самое удивительное, по вашему мнению, способна человеческая психика? Да нет границ. Нет границ. Из такого пепла люди восстанавливаются. Нет. Очень удивительных историй очень много. И когда я, правда,
искренне была в шоке от происходящего, ну, в хорошем смысле, да, в восторге от того, что может психика, нет границ, правда. Психики нет границ. Да. Способна спасти все. Можно сделать все, что, ну, просто можно на внутренних ресурсах сделать огромные какие-то вещи. Угу. Так. А какие ощущения у психолога, когда вы видите у человека результат, допустим, вы спасли человеку жизнь, который, допустим, хотел на себя наложить руки или какие-то подобные ситуации. Вы чувствуете Не я радость? спасла, нет, не я, он сам спас, я просто была рядом. Вы просто это понимаете как должное или чувствуете радость за него? Я, знаешь, это не про радость, это про выдох, это про выдох, это про то, что все остались живы. Я за то, чтобы все остались живы. Да. А что больше всего вам нравится в процессе работы с клиентами? Ну, много, мне нравится все. Мне нравится и первый контакт, и первое знакомство, и узнавать, что происходит, и идти потом, да, идти по этому пути, прощаться тоже, когда я понимаю, что все, во мне нет никакой необходимости. То есть это удовольствие полностью от всего процесса? Ну, и меня бы здесь не было, потому что эта профессия, она довольно сложная. Она эмоционально же, ну, такая напряженная, да. А можете какой-то один конкретный случай выделить для вас, который вас вдохновил в вашей работе? Прям про вдохновение. Ну, был такой случай, прям вот который, ну, вот всплывает семейная пара, и не могли забеременеть. Да, не могли забеременеть. А по медицине все в порядке. Все в порядке по медицине, просто какой-то вот психологический блок. И да, мы поработали, и у них 7 лет уже ребенку. Ну, то есть, ну правда, человек может сделать все, что угодно. Да, любые блоки, там все убрать себе. Какими качествами должен обладать психолог? Какой человек, по вашему, опять же, мнению, не сможет стать психологом? Не сможет. Ну, которому неинтересно, который не готов учиться, потому что нужно повышаться, узнавать, впитывать прям постоянно читать книги, постоянно что-то новое. Ну, нет, не сможет. Здесь не получится. Вот получил диплом и на одном месте стою. Нет. Это не математика 2 + 2, тут немножко про другое. Так. Если бы вы могли дать 3 совета людям, которые хотят стать психологами, так же, как вы помогаете людям, которые нуждаются в вашей помощи, то какие 3 бы совета вы дали начинающим специалистам? Это люди, которые уже обучаются или которые еще думают, куда пойти? Которые только думают. 3 совета. Именно кто про психологию фантазирует. Или, в принципе, думает, куда податься. Куда податься, но именно про психологию и, ну, допустим, из множества профессий человек рассматривает психологию, и вот, чтобы понять, насколько человеку подходит именно психология, какие 3 совета, чтобы понять, что это для него, что он сможет справиться. Прощупать себя. Да. Прощупать себя сейчас, чтобы понять. Интересные люди. Интересные люди, прям интересно, вот идешь по улице и интересно смотреть, как выглядит, как движется. Просто такой живой, не заставляю себя интересоваться, а прям живой действительно интерес каждому человеку. Это не про то, что я сейчас прибегу и буду что-то выспрашивать, не про это, а просто вот здесь внутри мне интересен, да, а что думает, а что чувствует, а как, почему так оделся. Да, вот про это. Если нет потребности переделывать, давать советы, поучать, это вот вообще не сюда. Вот если хочется каким-то образованием людей заниматься, да, чему-то учить, то это лучше в педагогику. А если люди интересны, да, мне хочется им помогать, но при этом у меня нет потребности обучать, это в психологию, потому что мы ничему не обучаем.
абсолютно. Третий, ну, если вы любите себя показывать. Да, потому что психология, психолог — это работа телом, лицом, голосом, руками, одеждой. Это вот я полностью работаю, вот я инструмент, я как печатная машинка. Вот если есть какие-то трудности с тем, чтобы себя демонстрировать, возможно, ну, может быть, психология не для вас, потому что это же работа и индивидуальная, и групповая, да, и вот иногда сейчас очень много онлайн-форматов. То есть, ну вот. И последний вопрос. Кем вы хотели стать в детстве? Я хотела в детстве быть модельером. Хотела, да, конструировать одежду, шить одежду, вот хотела наряжать, делать людей красивыми. Почему такой интересный выбор? Ты имеешь в виду модельер или сейчас психология? Модельер. Ну, слушай, я, во-первых, из семьи художников, и у меня мама художник, у меня сестра художник, и вроде как мне тоже нужно было быть художником. Но и я с детства этих кукол обшивала, как-то там их обвязывала. То есть мне нравилось вот именно создавать. То есть я созидательный человек. Но на модельера не получилось отучиться. Вот как-то я плавно-плавно дошла до психологии. Как вы считаете, ваш выбор быть модельером сейчас повлиял как-то на ваше желание быть психологом? Может, как-то соприкасается? Да, конечно. Там же тоже с людьми. И тоже про творчество? И тоже про... Да, психология — это творчество. Спасибо тебе большое. Не творческий человек не сможет работать психологом. Прям, да. Я хочу вас, конечно, поблагодарить за то, что вы согласились сегодня с нами встретиться, рассказать ребятам, которые собираются быть психологами. Это большая работа. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. До свидания.